У меня почему-то все время цитата после таких вопросов из Кабакова Ильи Иосифовича, что хороший ответ невозможно ответить. Да? Вот. Но, наверное, ответ простой. Современное искусство – это искусство, современное нам. Я не вижу своей роли, потому что своей роли я не вижу, потому что большое видится на расстоянии. А я как бы не могу очень сильно дистанцироваться от себя. Вот поэтому нет. Как правило, новые художники воспитаны на старом искусстве. Вот это и связывает. Я что-то все время верчусь, что-то верчусь я, вот, и верчусь. Вот. Вот новый поворот, видите? Вот, собственно, все время верчусь, вот так вот я могу сказать. Поэтому про повороты, если вот что-то даже не чую, не чувствую уже ничего, вот так верчусь. Вот. Вот сегодня, сейчас только что уходил, показывали Лермонтова. Дело в том, что я очень хотел быть литератором и иногда рисовать. А получилось наоборот. Вот, но на меня больше всего повлиял Михаил Юрьевич, конечно. Ну, белеет парус одинокий, выхожу один я на дорогу. Ну, а если мне нравилось тем нравился Михаил Юрьевич, что он дилетант. Я очень люблю дилетантизм. И надеюсь, что вообще дилетантство во мне еще осталось. Хотя я уже какой-то такой профи, но надеюсь, что практически мастер-картинщик. Но я надеюсь, что вот все-таки налет дилетантизма во мне остался, и я берегу. Вот Михаил Юрьевич он вообще был офицер, да, его по профессии был человек военный. Вот. Ну, что-то там писал, что-то там рисовал. Вот. И Михаил Юрьевич такой. 27 лет, такой, вот. Я стараюсь не выходить, потому что меня задевает абсолютно все. Я вспыхиваю совершенно, тут же вспыхиваю. Мне очень трудно, мне действует все на нервы, я поэтому не выхожу. И ведь, заметили, не подхожу к телефону даже. Вот. Меня очень задевает окружающая жизнь. Я прям начинаю вот как на иголках. Вот. Поэтому все задевает меня. Да. Хорошее наше искусство, оно не в контексте, поэтому оно наше. У нас просто есть целые, как бы, в нашей культуре вообще есть огромные фракции, она навязана нам 300 лет назад, которая пытается войти в контекст. Но получается очень провинциально и как-то убого. Но вот наше большое искусство, оно как раз у нас разные амплитуды. У нас разные амплитуды, у нас разные были смены разных формаций была, и поэтому разные амплитуды развития. Вот какой-нибудь постмодернизм у нас уже был при товарище Сталине, да, сталинский. После модернизма наступил сталинский постмодернизм. И все. И иногда мы его возвращаем, иногда топчемся на месте. Но у нас совершенно другие стадии развития, и все по-другому. И этим мы интересны. Потому что, я привожу такой пример. Представляете себе, 18-19 век, Япония. В Японии бы рисовали так же, как в Европе. Нас бы это заинтересовало? Не очень. А в Японии рисовали, как в Японии. Пусть там не было перспективы, там еще, не знаю, потом Хокусай стал использовать, но неважно. Но они интересны именно тем, что они были вот такие. Вот я думаю, да, потому что у нас там ругали соцреализм, но нигде, в общем, как соцреализм, только вот наших братьев, там, у корейцев, китайцев, да, но это определенно, но они, кстати, он был под влиянием нашего, да. Например, да, это уникальная вещь, и она во многом, даже с точки зрения этнографии, интересна.
Ну вот, и я думаю, что, и я надеюсь, что мы и дальше, у нас не получается быть в контексте. И более того, нас не считают, как бы, если вы имеете в виду, опять вы как под мировым, наверное, понимаете западное искусство, да? Ну, потому что есть, например, искусство Индии, искусство, там, я не знаю, Исламской республики Иран, есть искусство, скажем, вы много знаете бразильских художников? Не очень, да? Ну вот, и поэтому вот нас относят приблизительно вот то, что генеральная линия западного обкома нас относится к типам бразильцев. И чтобы мы как бы иногда не удивляются, русские рисуют, русские играют на балалайках и умеют писать самые симфонии. Иногда это их понимает, но это исключительно носит временный характер экзотического путешествия. В принципе, нам, и поэтому я не задаю себе этим вопросом, какие мы в контексте. Дело в том, что если рассказать смысл анекдота, то это не так смешно. По-моему, там все ясно. Вот, и все. Ну как, мы будем рассказывать, почему анекдот смешной, да? Безусловно, там есть какой-то нарратив, но главным образом это все-таки будем говорить, это научный нарратив и визуалка, да, у нас. Поэтому я думаю, ну там понятно, да, гнездо, родина, да, ну, там, по-моему, все ясно. Первичная ячейка общества, естественно. Конечно же, первичная ячейка. Ну, я думаю, я ничем не отличаюсь от нормальных людей. Семья для меня тоже что для нормального человека. Нормальная семья – это нормальная семья. Да. Нормально – это брак мужчины и женщины. И желательно иметь детей. Вот. Это как бы, вот и все. Я стал хуже относиться к искусству. Вот когда у меня своя, я стал с большим пренебрежением относиться к искусству. Раньше я и так считал, что это что-то такое, между прочим, да? А тут я понял, что это вообще это какая-то мелкая часть жизни. Вот и все. Вот, то есть это одно из проявлений моих. Вот. Ну, еще плюс по отношению к семье я зарабатываю. И вот, например, я точно знаю, что для моей мамы я был, в общем, последней надеждой. И это очень трудно, это очень тяжело, потому что еще мама такая турецкая мама, у нас там дальние предки такая, и со всем темпераментом, она понимала, она вот хотела, чтобы из меня что-то получилось. А это из той серии, что зерно, чтобы возродиться, должно умереть. Я не делал то, что она хотела. Я делал прямо... И она считала, что то, чем я занимаюсь, вся ерунду. И у меня, конечно, это было в диалоге, именно с мамой. Папа так был немного такой философский, на все смотрел. Вот. А основной диалог у меня был, конечно, с мамой. Вот она... поскольку я только 10 лет, как мамы нет, поэтому я до последнего с ней. Поэтому, конечно, это очень было важно. Это важно. И с другой стороны, я понимал, что на мне лежит эта ответственность, что что-то я должен, по крайней мере, чтобы подруги мамины говорили, а вот о Косте-то. Ой, Костя, вот я вот читала, вот Костю. Они не читали, они просто видели фамилию. Или там по радио сказали, это про Костю, это, конечно, это важно, конечно, мама. Это важно. Так, я папе говорил, пап, кем ты хочешь, вот кем хочешь, чтобы я стал? Он отвечал банально очень, очень банально, человеком. Не знаю, стал ли вот папину задание, я не знаю, выполнил ли я, стал ли я человеком. Как говорил, опять же, я цитирую, я цитатник ходячий, я цитирую моего друга Сергея Ануфриева, когда мне вот так сказал, иногда мне кажется, что я не человек. Вот это такое. Понимаете, вот я не знаю, человек ли я.
Но я стремлюсь к нормальности и человечности всю жизнь. Всю жизнь от декаданса, саморазрушения и флёр-де-маль, так сказать, я все время стремился к нормальности и доброте, и порядочности, и, хотя мерзавец, конечно, и подлец, конечно, но стремился всегда быть очень хорошим, честное слово. Вот. От страха. Это первое. И по дружбе. Вместе, вот я все время работал, во-первых, от страха, а во-вторых, я очень люблю заражаться и заражать. Это, ну, да, и мне гораздо интереснее, когда, одно дело, я вот сижу там что-то, ну, рассмеюсь, да, ну, это сумасшествие какое-то, да, сидит человек, что-то там пишет там и хохочет. А когда это происходит, вот как бы такой джаз такой получается, это очень здорово и очень для здоровья полезно. Это очень полезно для здоровья и продлевает жизнь, и вообще, это очень, вот я думаю, для этого, чтобы продлить свои годы, все объединяются в стаи, сбиваются в стаи. Ну, человек стайный, он, несмотря на мизантропию, я при этом, у меня есть еще стайный атовизм. Но вот очень многие почему-то считают, что обидеть зрителя – это хорошо. Это от желания любви. Это в том смысле, что полюбите нас черненькими. Но все равно, собственно, для чего человек, что-то производящий, он показывает людям, да? Это вот для того, чтобы вот его полюбили, чтобы разделили его печали там, или радость, исключительно из желания любви. Вот даже вот пиджак вот на меня вот надели от чего? От любви. И вот пиджаки делают для чего, да? От чувств, понимаете? Вот. Ну, каждый сходит с ума по-своему. Вот, мне так кажется. Ну, да, почему мы делаем искусство, которое, ну рискованно, что больше там, могут и не купить. Вообще, ну, это дурь такая. Вот, сумасшедшие люди покупают искусство. Спасибо им большое, огромное им спасибо. Ну, они, городские сумасшедшие. Но что-то потом из этого выходит. Странно, да? Что-то потом вокруг этого какая-то такая шурум-бурум, потом и какая-то такая фудзияма возникает. Да? Она извергается. Знаете, да, как образуется вулкан? Дырочка в земле, она так извергается, потом такой горка, да? Он тухнет. Вот. И, знаете, ну, тут то же самое. Ну, непонятно, что покупают совершенно. И герои. Я считаю, просто герои. Мы герои, конечно, но эти люди вдвойне герои. Правда. Я очень их люблю.